Это вы чтоб понимали, какой сегодня ночью ветрище. Ну реально просто с ума сошел ветер. Если я сейчас с палатки уйду, и палатку унесет нахуй. Ужас. Это испытание для палатки. Палатка такой ветер еще не видала. Справа он вырвало колышек полностью. Вот я только, можно сказать, своим весом и держу ее. Лишь бы велик там стоял, не упал. Мне кажется, он уже упал. Он уже просто на подножке стоит. Всю ночь ветрище дует. Он и сейчас дует. Вон. Все колышки повыдирал, что у меня были. А палатку чисто своим весом только держал. Вот вещи сюда занес тоже. Что-то так, я даже нифига не выспался. Мне ветер не давал спать. В это время-то 7:16. Че, что ли, поваляться или уже вставать? Что даже не знаю. Короче, полежу, подумаю, вставать, не вставать. Что-то вообще реально нифига не выспался из-за этого. И все-таки решил вставать. Фу. Реально ветер будет еще сильнее. Ой, стоит. Честно, я думал, он упал. Молодец, выстоял эту бурю, да? Молодец. Палатка сейчас стоит только на вещах, что там внутри лежат. Все колышки повыдирала. Вот они. Вот вчера реально приехал, поставил палатку, покушал, лег спать, и где-то через полчаса такой ураган начался. Это просто жесть. Мы сегодня будем говядину пробовать. Что, я думаю, уже разогрелась. Так. Ну что, попробуем. Тут уже очень много мяса прямо сверху. Ну что, тест-драйв. Вкусовой тест-драйв говядины. Я тоже думаю, будет довольно-таки вкусная. Во, вообще вкусно. С небольшой остринкой такой. Вот эта тушеночка. Да, вообще реально очень вкусно. О, ну, приятного аппетита, ладно. Надо уже дожечь газ. Начинать сразу же чайку. Это в ковшике он песок. Короче, в палатку песка насыпала. Кругом песок нафиг. Да. Реально, тушенка прямо очень вкусная. Огонек вообще. Да, очень хорошо, что я взял такую газовую горелку. Со своей, которая у меня была, я бы тут ничего бы не смог разжечь. Ой, разогреть. Даже вот за палаткой, если бы она стояла, она бы туда-сюда. Пришлось бы всякие укрытия придумать, пакеты ставить. Так что в путешествии только с такой горелкой. С ветрозащитой. Экономия времени, газа и всего остального. Ну что, в общем, собираемся, кушаем. Потом чаек, конечно, обязательно с печенюшками. Какие-то арабские, с Арабских Эмиратов, что ли. Бонны. Да, у нас такого, конечно, нету. Да, вот сейчас так подумал. Здесь же тоже продаются наши тушенки. Вот это семейный бюджет, говядина. Я ее пробовал, тогда такая фигня. Ну, не очень. Даже как-то, не знаю, если монголы будут пробовать эту нашу тушенку, подумать, что за бурду в России делают. Ну реально, там мяса практически нету, мало его совсем. Одна жижа, бульон вот этот.
А вот монгольское, блин, там почти одно мясо. И бульон вкусный вообще. Они еще с начинкой идут. Ну да, вкусненькие такие. Бурбон. Сейчас у меня палатка держится только на мешке с едой. Я вот думаю, сейчас мешок с едой уберу, она улетит. Посмотрим, как это получится. Все, палатку просто надо же на колышках не стоять. Песка там напилось, а просто море. Реально устойчивая. Вот, без ничего стоит. Я доволен своей палаткой. Она и прошла и ветер, и дождь, и все прошла уже. Шесть 16 по уральскому, значит 9:16 по местному. Ну погнали. Сейчас вон до той горы, там должна быть заправка, вроде даже как и магазин, кафешка. В общем, воды надо, да. У меня воды литр остался. Сегодня жаркий денек будет, так что заедем в магаз, возьму опять газировочки. А в кафешку заехать взять что-нибудь на обед. А то это реально, это как-то, ну, сложновато немного все равно без обеда крутить. Вот так один раз покушать. Надо каких-нибудь булочек взять, что-нибудь такое. Да. А то что, вот с утра хорошо поел, все, и вечером опять хорошо поел. А это нехорошо. А обжираться за раз. Лучше в меру. Ну, я вот гречку сегодня побольше заварил. То есть вчера. Сегодня, чтобы на обеде. Комары, кстати, тут, да, летают. Да, гречку вот побольше сварил, чтобы пообедать сегодня. Взять булочек каких-нибудь там, пирожков. Так что вот такие планы. Ну, первые планы, это, конечно, раздобыть воду. Так вот в Монголии выглядят перекрестки. Направо горы, дорога в горы, налево в горы. Да, за сегодня, наверное, ну, за ночь, может, часов 5 только поспал, наверное, из-за этого ветра. Но он шумит, он палатка ходуном ходит, колышки все повыдирало, эти боковины, где тамбур, друг об друга бьются, шум, гам такой. Вроде понимаю, что палатка никуда не улетит, но, блин, все равно как-то непонятно, лежишь. Ну вот из-за этого шума я не мог уснуть долго. Потом чуть-чуть вроде стихло уже, совсем под утро.
Вот здесь можно и так. Зачем дорога? Он поехал по степи. Да и все. О, впереди заправка. А магазин с кафешкой вроде еще дальше будут. Вон там два дальнобойщика остановились наших. 50-е номера. О, сейчас с ним подъедем. Вот их иные фуры. О, да, это же магазин. Блин, круто. Вот ребят встретил. Сейчас обещали водичкой угостить. Это, блин, здорово просто. Как вам бензин, цены, ну вот, в Монголии на дизель? Мы тут не заправляем. А, не заправляетесь? В России крайне. А, понял. И хватает бенза, да? А, понял. Ну, конечно. Сколько они литров в баке идут? Тонна 200. Тонна 200. Понятное дело. Но... Вот ребята угостили 2 тушенками, водичкой. Вообще большое им спасибо. Еду транзитом в Китай. Белорусская тушенка. Как хорошо, что я этих ребят встретил. Водичкой угостили, тушенки дали, поговорили, постояли. Мороженку я взял, поел, постоял с ними. Ну, они тоже взяли мороженки, постояли, поговорили, поели. Так, ну вот и Алтай, Своротка. Прямо Алтай-Сум, налево просто Алтай. Ну да, нам как бы вроде и налево и надо сворачивать. Да, они едут в Китай транзитом через Монголию. Вот через эту платку, если я правильно понял, он сказал 460 тысяч тугриков они заплатили. Одна машина только. А дали тушенку, говорят, забирай, мол, они в Китай заедут и ее как бы все равно выкинут. То есть, ну, в Китай нельзя, видать, еду со свою завозить. Так что им большое, огромное спасибо. Вот будет город Зарек, через 68 километров. Ну, как бы я тоже туда хотел еще заезжать закупаться, ну, походу, уже не надо будет, если только за водичкой. Ребята выручили водичкой, так что... и тушенка, так что вообще у меня провизии, что там, 4 тушенки получается. Вот мы почти до Алтая доедем с этой провизией, да. Вот посмотрим, как дорога будет. Эта дорога на Алтай, она как бы федеральная дорога, южный маршрут. Вот и вышка, видимо. Вчера в палатке долежал, уже 4G не было. Там просто 4G без единой палки. Видимо, то, что внизу лежал, вот в этой яме. А когда стоишь, было. Ну вот, видимо, эта вышка есть. Доставала до туда, где я сегодня ночевал. А здесь смотровая вышка. Можно прямо залезть. Вот этот мост, куда я думал доехать, вчера стоял. Вот. Да, руки поджигает что-то. Наверное, надо эту рубашку одевать было. Вчерашнее солнышко дает о себе знать. Ну, сейчас, если что, после обеда одену, может быть. О, речушка. Вода-то такая прозрачная. Даже можно, наверное, было бы набрать. Ну да, можно, конечно, было палатку где-нибудь здесь поставить. Но я снова просто головой туда вон нырнул и все. Полностью голову погрузил в воду. О, как хорошо. Ну, вода еще холодная, не нагрелась. И как бы и не жарко особо. Пока что. Я так досмотрел, там тоже вроде какое-то озеро еще будет. Еще возле озера сегодня купаться будем. Вот местные просто приезжают, там вот тоже какие-то парни стояли. Там вон машина. Ну, приезжают полюбоваться рекой, наверное. Это мы привыкли на Урале. Реки, озера, кругом куда хочешь. Вообще не проблема.
А для них, да, это возможно, как так сказать, диковинка, что ли. Не везде просто есть. Территория Монголии огромная. А вот и название трассы А0304. А до этого была А0305. Потом 03 пойдет. Ну и на убывание, в общем, вот так у них идет. А, наверное, от Улан-Батора там А0301 начинается. В общем, вот так вот трасса меняется. Сейчас такой в дымке. Вот через очки смотрю, будто все в облаках впереди. Это не, просто далеко горы находятся. Вот такая дымка. Впереди такой мираж, будто там вода есть. Но на самом деле там ничего нету. Да, вот так вот в пустынях сколько люди ошибались, бежали к воде, думая, что там вода, а там просто мираж. Такая тишина, только ветер гуляет. Решил Липтон в этот раз взять вместо газировки. Холодненький еще. Чуть-чуть сиденье натянул, совсем чуть-чуть. Кажется, чуть-чуть прослабло. Такая красота кругом. Вообще никого. На эту трассу свернул, все. Можно сказать, я тут один. Никого нету. Вон там вдалеке эскаватор стоит. Посреди ничего. Что-то копает. Здесь пески, ничего не растет. А повернем налево. Луга зеленые. Вот эта речка, значит, течет, на которой сегодня останавливался. На конях скачут. Эта мачта лэповская издалека так сверкала, будто ледышка. Ледяной столб такой. А вот вам и оазис посреди пустыни. Эта будка может, это колонка с водой. И сразу подливает он. Какой домик. Панелька, машина. Там тоже такой домик вон. А, здесь это, походу, лэпка это не выдержала напора ветра и завалилась на бок. Ну да, их, видимо, для теста ставят. Выдержат, не выдержат условий эксплуатации здесь. Хорошее место, однако. Чего я раньше в эти трубы не залазил? Их по дороге полно попадается. Довольно-таки удобно так лежать. Бетон прохладный,
остудиться можно. Эхо такое. Ну, я, в общем, водички попить, отдохнуть. Посмотрел, уже 53 километра проехал. Можно и отдохнуть немного. Если что, обед я здесь буду так же делать. У какой-нибудь другой трубе, только по пути, которая будет. Вот с видом на такие горы. Че, время 1:30. Ну, думаю, можно и пообедать. А вот здесь и будем обедать в трубе опять. Надеюсь, тут большая труба, чтобы я туда залез. Что-то она реально меньше. Те трубы были больше. Да, это поменьше труба. В такую я уже так комфортно не залезу. Ладно, погнали до следующих труб. А вот тут вроде нормально. Должна быть большая труба. О, да, ничего себе. Да ладно, тут не труба, тут целый коридор. Вот это нормально. Это даже лучше, чем труба. Вот, я стою в свой рост прямо. В такой переночевать можно. Так, вот мой... А вот и мой обед. Из чего состоит? Шпрот и гречка. Кстати, открыл вот эту китайскую... китайские влажные салфетки. Ну, что? Салфетки как салфетки. Ничего такого нет. Просто название разное. Что, погнали. Такие шпроты в масле. Наши российские. Ну, приятного аппетита. Просто объелся. Все нормально. Вот это другое дело. Сегодня можно и побольше сотки накрутить, если что. Да. Все, поехали дальше. Как дела? Подожди. Нать, конфетка. Ага. Здесь живете? Здесь живете, да? Ага. Во. А я туда, Улан-Батор. Ага. Ты на мотике? Молодец. Такой маленький, а уже ездишь. О, смотри-ка. Такой мелкий, а катается уже на мотике вовсю. Подножку-то не убрал, вот, блин, а, дает. Да, вот так вот подумаешь, в таких местах права на мотоцикл, наверное, не нужны. Кто-то что тебя будет останавливать, спрашивать. Все, наверное, так ездят, просто без прав. Ну да, малой удивил. Мотоцикл больше его, а он уже на нем растекает вовсю. О, лошадиное собрание. Пятачки в таком засели. Вон все остальные там гуляют. Где трава, вода. Они что-то тут собрались. Шушукаются, наверное. Что-то обсуждают. Drink, okay. О, Drink. thank you very much. Break time. А, no, break time, ага. The break time. Or you drink? Okay. Oh, no, А, or. вот человек с Японии путешествует тоже. Вот тоже путешественник. Вот и первого путешественника. Ну, я так понял, он это, японец. С Японии путешествует.
угостил меня вот этим сачком, я его яблоком. Он вначале проехал, потом меня развернулся, меня догнал. Ну так поговорили на ломаном английском. Ну, друг друга поняли. Он говорит, тоже хочет в России побывать. Он говорит, у него нету визы. То ли не дают визы ему, то ли что, я не знаю, в общем, так и не понял. В общем, вот такие дела, да. Да, было приятно посюда ехать. Вот так слева такие зеленые луга, справа пустыня. Ну все, там по ходу опять пустыня начинается. Ого, тут лежачий полицейский-то перед речкой, которой нету. Сайрынам. Хотя вот, смотрите, что-то он чуть-чуть-то совсем есть. Лужа не высохшая. Фу, как видите, я полностью искупался. Вон там маленькая лужа, потом сходил до той лужи. Но там глубина где-то, ну вот такая может где-то. Я полностью прямо в одежде лег, полежал. Так здорово. Вода теплая-притеплая. Фу, вообще круто. Вот это да. Спасибо тебе. Речка хоть ты и пересохла, но там была вода. И вода, да, еще такая прозрачная, чистая. Теплая-притеплая, вообще класс. Ну все, вот здесь он заканчивается. Зелень вот эта. Дальше пустыня начинается. Как же шикарно ехать после водных процедур. Так хорошо вообще. Он показывает 45,9. Нормально, тепло сегодня. Можно и искупаться. Но вода реально прямо как кипяток, как теплая в ванне была. И такая прозрачная, чистая. Я думал сходить за камерой, что ли. У меня камера здесь на велике осталась. А потом уже неохота было, быстрее охота было искупаться. Все, плюхнулся в воду. Да, а вон наверху еще белые шапки. Там холодно. Здесь жара. Алтантел. Зачит Будал ресторан. Это что, реклама ресторана, что ли? Ну, городок-то вон он. Конечно, я в него заеду, что-нибудь взять вкусненького. Там такие высотки пятиэтажные, 9, возможно, этажные. Магаз по-любому должен быть. Даже вон ресторан. Зерексум. Вот это городок. Заедем, прокатимся, посмотрим. Поищем магаз. Может, мороженку возьму, попить что-нибудь еще. Да и, в принципе, больше ничего и не надо. По сути, вот супермаркет. Насколько обращал, у них цены адекватные здесь. На заправках, не как у нас. Вот сейчас заедем, проверим. Так, что, 5000 тугриков, это 100 рублей где-то. Вот и наши ессентуки даже тут продаются. Цен нету. Взял такой сок и мороженку. 200 рублей, цена 200 рублей. Вполне нормально. Не надо никуда туда заезжать. А вот и полицейский участок, баскетбольное кольцо, турничок, машина. Ну что, до следующего города что-то 68 километров. Это мы уж завтра туда подъедем. Сегодня максимально близко к нему подъеду. Да, цены вполне адекватные на стоянках, ой, на заправках. Вот реально вот этот сок, он большой. У нас он будет, ну, рублей 150 стоить, наверное. И мороженка 50. Так же, короче, где-то. У нас это в магазинах, в обычных. А не на заправках. Вон какие деревья. А вон это мужичок умывается. Значит, вот в таких штуковинах вода, колодец. Ага.
Городок вообще малюсенький. Орды, наверное, что-то спортивный комплекс. Наверное, спортзалы там. А тут целое поле камней. Реально не было таких камней. Все как один, похожи. Там сколько их тоже. Вот их сюда кто-то навез. Мы на высоте километр 709. Вот там снег. Мы были, можно сказать, на той же высоте, что и снег. Где-то 3 километра уже с лишним. Вот Дарвисум, вроде следующий городок будет через километров 65. Вот горы идут справа, слева. А вот там равнина. Надеюсь, дорога туда идет, а не вот на эти горы. Что-то мне прошлые дни гор хватило, блин. Да и по Алтаю сколько по горам катались. Да. Вот реально, алтайские горы закалили ноги. Сейчас едешь, вообще пофигу. Легкость такая, ног не чувствуешь. Нормалек, в общем. О, табун лошадок. Или подожди, или верблюдов. А вот и короли пустынь. Во всем своем величии. Издалека думал, это лошади. Нифига. Верблюды. Вон едут. Ой, какие. Это на вид будто просто кучи насыпали и все. Такие холмики. А вот слева нету такого. А тут просто как насыпали. Ой, а тут прямо совсем лиственный лес. Прямо столько деревьев много. Вот бы там заночевать. Ну, блин, солнце еще высоко, можно ехать и ехать. На вид будто какая-то колючка, что ли, там. Ой, и даже там кукушка есть. Кукукает. О, какой беленький козлик. Проехал 94,5. Сейчас глянул, через 32 километра какое-то озеро будет. Как бы, как вариант, может до него доехать, посмотреть, что это такое. Если что, там и переночевать. Ну, у меня будет тогда, ну, где-то 128 километров примерно. В общем, я сейчас глянул карту, ну, по Google картам это место, озеро. Оно, ну, такое себе, там открытое место, укрытий вообще никаких нету. Да, там есть вроде вода даже, трава. Там вот поле. Там, блин, если ветер пойдет, это вообще беда будет. Так что, не поеду я. В общем, соточку, ну, уже, можно сказать, почти сделал. В общем, еду. Место для ночевки ищу. Где вот здесь останавливаться? Будем искать укрытие. А то что-то мне той ночевки прошлой хватило нафиг. Этот ветер вообще спать не давал. Ничего себе, такое местечко. А что, сюда может забуриться? Оно и вниз, в низине так прямо. Потому что вот ветер опять начал бушевать. Как бы особо ветра не было. На самом деле место неплохое. Оно мне нравится. Я даже сотки не проехал. 99,46.
Через 3 часа как бы уже все, солнце сядет. Можно будет отдохнуть сегодня побольше. Это реально ветер вчера спать вообще не давал. Но тут он как бы тоже есть. А вот если так присесть, почти его нету. Ну, хотя бы палатку не будет Коля выдирать, да. Ну, я powerbank свой зарядил полностью. Решил камеру зарядить. Это у меня вторая камера, на которую я снимаю. Хотел ее использовать как основную. Это DJI Action 4. Ну, в общем, с комбо режим или какой. Ну, короче, самый большой режим взял. 3 аккумулятора, кейс для зарядки. Она как пятерка, она практически ничем не отличается от пятерки. Ну, есть просто небольшие различия там. Встроенная память, а у нее здесь нету. Чтобы на эту камеру снимать, надо очень много флеша. Ну, я, в принципе, подготовился. Даже себе он кресло сделал. Так. Сделаю вид от первого лица, как это я все вижу. Я, конечно, этот вид уже снимал и не раз. Сегодня будем баловаться кофейком. Пока что-то кушать неохота. Да и солнце. Ну, солнце хорошо, хоть это за облачками не прямо жарит. Ну, градусник показывает 30 градусов. Ого, что-то переборщил нафиг. О, пойдет. Это вода, которую дальнобойщики подогнали. Она это регидрирована, или как-то они сказали. Ну, короче, это переработанная. Да, нормальная на вкус. Лучше, чем рисковать из какой-то речки там пить непонятной. Вдруг там какой-нибудь трупак был. Да, сгущенки немного осталось. Бля, везде песок. Кстати, нормальная сгущенка с сахаром. Вместо сахара сгущенка у нас. Ну вот так вот вечерок проводим. Кофеек сейчас попью. Эти штуки даем. А потом уже, ну совсем уже, когда за полчаса, может, до заката, тушеночку можно будет разогреть. У меня, кстати, я бич-пакет хотел взять, чтобы сейчас вот вечером покушать. Ну ладно, просто так с хлебом тушенку поем. Че, вот ребята дали, дальнобойщики. Как они сказали, она это, белорусская, да. Нашел на самом верху кирпичи и вот такой камень. Он туда наверх залазил. А там капец дует. Нехило так причем. Правильно я сделал то, что я вначале посмотрел Google карту. А то я уже хотел переть до озера. Что там, фигня оставалась, километров 30. Ну там реально открытое такое место. Там просто палатку сдует. Надо вот реально, если сейчас вот в Монголии вот такие ветра начинаются, а я же все еду к центру Монголии, то вот придется каждый раз вот искать вот такое место, чтобы ночевать. А иначе это ветер просто спать не даст. Вот вчера мне реально не дал. Я не знаю, я не выспался нифига. Но при этом сотку сделал. Да. И, кстати, хорошо то, что я сегодня искупался. Но я все равно сегодня полотенце еще буду намачивать, чтобы это так освежиться. Оно довольно-таки хорошо освежает. Но, конечно, цепь же надо потереться, вон уже грязная. Ё-моё. Ладно, что, кушаю, чаевничаю, кофеевничаю.
В общем, если что, на этом все, наверное. Если что-нибудь, какие-нибудь мысли появятся, и еще выйду в эфир. Ну, если что, на всякий случай, пока, до завтра.